Всем привет! С вами Ирина, и я рада вас приветствовать на своем кулинарном канале. Сегодня мы с вами приготовим такие нежнейшие, вкуснейшие сырники, совсем не приторные, без крахмала, без манки, но они очень вкусные. Это мой самый любимый рецепт, поэтому сегодня решила поделиться именно им. Для приготовления сырников нам понадобится творог, у меня такой зернистый, яйца, сахар и мука. Высыпаем творог в глубокую чашу. Я взяла пачку 750 грамм, но можно брать и, допустим, весовой творог и любой жирности. У меня 5%. Можно, например, взять в пачках пастообразный творог, то есть все на ваше усмотрение. Разбиваем 2 яйца. У меня яйца первой категории. На 750 грамм в целом 2 яиц должно быть достаточно. Засыпаем сахар по вкусу. Я добавляю примерно пару столовых ложек, может чуть больше, потому что я не делаю сильно сладкие сырники, чтобы они не были приторными и чтобы их можно было есть не только со сметаной, но и со сгущенкой и с каким-то другим вареньем. Далее все это пробиваем блендером в однородную массу. Если у вас пастообразный творог, то блендерить ничего не нужно, просто можно ложкой обычной перемешать. Но так как у меня зернистый творог, я все пробью блендером. Посмотрите, получается такая густая кремообразная масса. Кто на меня не подписан, то обязательно подписывайтесь на канал, потому что у меня много на канале творожных рецептов. Есть пироги, печенье, блинчики, есть другие рецепты сырников. Посмотрите отдельный плейлист «Творожная выпечка» или «Рецепты из творога» он называется, поэтому кто не подписан, обязательно подписываемся. Блендер нам больше не понадобится для приготовления. Все это счищаем, все самое вкусное. Следующим этапом добавляем муку, но муки может понадобиться разное количество на одну и ту же пропорцию творога, потому что творог может быть как более жидкий, более влажный, менее влажный, поэтому здесь нужно смотреть по консистенции. И таким образом все это замешиваем руками. Тесто не должно сильно быть забито мукой, то есть должен чувствоваться именно творог в сырниках в готовых, а не мука. Потому что я не люблю сырники, которые сильно забиты мукой. Поэтому я начинаю с 2 столовых ложек и дальше добавляю, скорее всего, вот мне нужно еще пару столовых ложек. И в целом сырники будут неплохо формоваться. Сейчас все посмотрим. Еще немножко добавлю пол-ложечки и продолжаю замешивать. Вот я уже чувствую, что достаточно этого количества. Получается 3,5 столовые ложки я добавила на 750 грамм творога. Замешиваем. И все. Бывает, что когда добавишь сахар, творог сразу выделяет много жидкости. Вот покупной творог. Я, как правило, покупной творог в пачках беру. До рыночного не доезжаю, до рынка, чтобы купить весовой. Поэтому покупаю в магазине обычный. Вот на сырнике 750 грамм. Наше тесто для сырников готово. Получается такое липкое тесто, но при этом оно будет хорошо формироваться в шарики для сырников. Теперь я формую сырники. Я чаще всего их формую просто руками, потому что таким образом они не забиваются мукой. Когда мы используем стакан и катаем сырники по столу, нужно дополнительно добавлять муку, а я не хочу забивать тесто мукой, творог мукой, поэтому я формую просто небольшие такие медальончики размером 5, 6, может быть 7 сантиметров и толщиной примерно 1-1,5 сантиметра. Просто руками, как обычные котлеты. Как видите, сырники отлично формуются, хоть и липнут к рукам, но форму держат замечательно. Обязательно подписывайтесь на мои другие соцсети, на мой лайв-канал. Там вы можете видеть меня, чем я занимаюсь, как
работаю, отдыхаю. Подписывайтесь на мои другие соцсети, вот на Макс канал, который я сейчас активно развиваю. Там тоже много всего интересного и в режиме реального времени. Плюс там я еще провожу розыгрыши различные, парфюмерии и не только. Каждый месяц там розыгрыши. Таким образом у меня получилось 14 сырников. Это как раз на 2 сковородки. Теперь на сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла. Хорошенько прогреваем, распределяем. После того, как прогрелась сковородка, выкладываем сырники. У меня на сковородку помещается 6 сырников. Обязательно накрываю их крышкой и жарю на среднем огне до золотистого цвета. Но вот на индукции я жарю на 6. Обжариваем сырники до золотистого цвета, затем переворачиваем. Давайте посмотрим. Готовность. Вот золотые. Можно переворачивать. Такие аппетитные сырники. Снова накрываем крышкой и жарим уже до готовности. Начинают шкварчать, наверняка уже готовы. Посмотрите, они даже вздуваются под крышкой. Готовые сырники я выкладываю на тарелку и обязательно даем им немного остыть, потому что для того, чтобы стабилизировалось творожное тесто. Снова добавляю чуть-чуть растительного масла и выкладываю следующую партию. Также накрываю крышкой и пусть жарятся до золотистого цвета. Такие аппетитные, красивые сырники у нас получились. Их можно подавать с ягодами, фруктами, со сметаной, со сгущенкой, с любым вареньем. И обязательно им нужно немножко остыть для того, чтобы творожное тесто стабилизировалось. То есть подавайте их на стол теплыми. Конечно же, посмотрим сырник в разрезе. Он такой нежный. Посмотрите, как он режется. Все пропеклось. Тестом сырник не забит, никакая манка не нужна, просто немножко муки и яйца. И сахар по вкусу, чтобы тесто было немножко сладкое. Можно ванильный сахар добавлять или ванилин по вкусу, кто любит ванильные сырники. Вот делитесь в комментариях, любите ли вы ванильные сырники. Я их не очень люблю, поэтому ванилин не добавляю. Если вам понравился рецепт, то обязательно поставьте лайк этому видео, напишите добрый комментарий, подписывайтесь на мой канал, на мои другие соцсети. И всем приятного аппетита!